Ассаламу алейкум. Марш ойл, пошла. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хамун хечо. Алхамдулилlah, диккаче. Делес сани дик хакач. Умадуиц, мелкшмекш. Ташло, делга тому. И конфликт, как это вообще началось? С чего началось? Претензии к чему? Вот Даудов сказал, если есть документы, принесите документы, и я скажу, извините, все, забирайте. Вот эти документы были, есть они. Ну, раз речь у нас идет о начале, да, с самого начала. Наверное, так скажу, со своей деятельности непосредственно, если сказать, с 2018 года началась эта Рубиловка, у меня, по крайней мере. До этого, да, у меня есть высшее историческое образование, я дипломизированный историк, но мне как-то, братья, один народ, больше и не было, каких-то там претензий или вообще не засу. 2018 год полностью поменял мое мировоззрение. Я думаю, в принципе, как и твоя нынешняя ситуация вот сейчас. Вот у меня это произошло в 2018 году. Дело в том, что если мы говорим о том, кто начинал, кто не начинал и так далее и тому подобное, указания руководства Чеченской Республики, в том числе на тот период и до сих пор Мехмеда Рамзана Кадырова и председателя в то время парламента Магомеда Даудова, вообще было сказано, что никто ни в коем случае эту тему не поднимает, никто из официальных лиц по этим неофициальные НКО, не НКО, Совет старейшин, вообще ни ученые, ни историки, никто им не отвечал и никто не трогал, потому что это непосредственно вопросы между двумя регионами, и руководство может решить. И у нас все молчали, честно сказать, все молчали. Но это указание, честно сказать, было оно дано официальным лицам, то есть представителям. А на чем было основано это указание? Для чего? Дело в том, чтобы не провоцировать или братский народ? Нет, дело в том, что, поясню, да, абсолютно верно, в первую очередь никто никогда из первых дней, и глава Чеченской Республики, и председатель правительства на тот период Магомед Даудов, они говорили и тогда, и сейчас говорят, у нас нету между нами разницы, мы один народ, мы братский народ. И поэтому они подумали, что это все будет точно так же и с соседнего региона. То есть воспримут люди так же, по-братски, как единый народ, поскольку мы таковыми являемся исторически. Из-за этого была первая причина, по которому они непосредственно сказали. Это, в принципе, не нужно было Смотри, я про этот конфликт, чтобы ты понимал, даже не вникал, даже не изучал, даже не знал. Я всю свою жизнь думал, считал, ингуши, чеченцы, один народ. Что там, делить, не делить. Да, моментами я видел какие-то высказывания, но не обращал на это внимание. И когда на Марьям позвал на подкаст, она мне сказала тоже, Сулим, может быть такое, что... А я говорю, да не буду, ты что? Я говорю, почему? Я даже не верил, что будет такая реакция. Когда мне рассказывал про эти башни, что ее там захейтили, я говорю... относился к этому так, знаешь. Потом сам убедился. Я не знаю, это какая-то проплаченная работа, что ли. Но я вижу, что идет целенаправленная какая-то конкретная работа по разделению, чтобы считали, что ингуши — это отдельный народ, чеченцы — отдельный народ, и как будто чеченцы хуже. Какой-то сброд, знаешь. Да. Есть исходник, есть сброд какой-то. И видя эту картину, я наблюдал долго, смотрел твои эфиры, смотрел подкасты. В моменте я решил, позову тебя, и хочется без всяких этих эмоций спокойно обсудить, по полочкам все разложить, и чтобы люди, которые сами не ехали, не понимают, что происходит, думают, что это какой-то просто интернетные диванные войска пишут комментарии, чтобы донести до них истину. Хорошо, давай тогда так сделаем. Смотри. Ситуация такова в 2018 году, когда я ознакомился с документами, историей, имеется в виду по пограничной теме, мне стало интересно, почему же льется такая грязь. Именно, если сказать чисто эмоциональной точки зрения, я увидел очень много негативных комментариев, которые оскорбляли реально наших матерей и сестер. То есть грязь. Тогда я непосредственно, у меня что-то щелкнуло, и я не подумал им отвечать тем же макаром, как они. Я тебя понимаю, мне тоже щелкнуло. Я решил, буду отвечать на ложь правдой. Да.
И я начинаю вникать в эти моменты исторические. Изучать. Да, само собой. Я нахожу на «Консультант Плюс» все документы, распоряжения правительства, как Ингушетии, так и российские, чеченские. И по фактам, по картам начинаю подумать, оказывается, почему все это дело. 2000, коротко экскурс забежать вперед, в 2009 году, пока в Чеченской Республике еще не было отменен режим КТО, в данной местности мы не имели ни геолокацию, ни сверху не могли, имеется в виду да, у нас проблемы были, конечно. Да, там по военные действия были. В 2009 году стихаря в горной части, которая раньше принадлежала Ачхой-Мартановскому лесничеству, они отторгли приблизительно плюс-минус там где-то 30 гектаров наших земельных угодий. Это те самые земли, которые вы говорили с Марьям, которые она снимала, вверх с левой стороны по Фортанге получается. Правая часть Фортанги, но верхняя часть. И вот что происходит. Ни один человек не выходит на митинг. Чеченская Республика занята в то время своими вопросами, КТО и так далее и тому подобное. В 2012 году, вкратце я так пробегаю, чтобы... В 2012 году возникает проблема, небольшой инцидент, когда наши сотрудники МВД непосредственно работали по контртеррористической операции. Они по левобережью Фортанги зашли в селение, этот инцидент был уже решен, где начали предъявлять претензии, там возник небольшое недопонимание между руководителем, уже главой Юнусбеком Евкуровым и главой Чеченской Республики. На тот момент вся Чечня молчит. Само собой, у нас есть руководитель, глава, он разберется, никто туда не вмешивается из чеченского общества, но с ингушского общества поднимается большая паника, ажиотаж, такого хорошего, как ты, нету, мы за тебя, только вперед, Юнусбек Евкуров. Ему говорят. Ему, само собой, поддержка. Подстрекают. Я почему, ты поймешь, почему, к чему я это веду. То есть вот эта ситуация в 2012 локализуется, потом выходит закон Российской Федерации, что должны, все само собой улаживается, нужно было принять закон, чтобы непосредственно границы были определены между регионами Российской Федерации. Это не только на Кавказе, это и на севере, везде, ты помнишь, не знаю, укрепление регионов российских, в некоторых местах объединяли регионы. И между нами была, как мы знаем, с 90, как ингуши отъединились, у нас были спорные территории. Это нижняя северная часть, получается, Ингушетии, и наша, это, получается, западо-северная часть, где-то так получается. Честно, если честно, я не скрываю, но я не в курсе был даже. Да, это было, почему? Потому что, мы знаем, у нас переходящий режим, потом Ичкерия, после этого эти моменты как бы... И в 2018 году все это происходит, поднимается паника, ажиотаж на ровном месте, Юнусбеку Евкурову предоставляет на тот период руководитель непосредственно оперативного штаба Даудов. Они едут и в непосредственно СКФО в Пятигорске, они встречаются, Меликов, кажется, в то время. Они приезжают туда, предоставляют документы, и Юнусбек Евкуров признает, и он дает после этого интервью, говорит, что в 2009 году ему подсунули документы, на котором, это официальное интервью, вы можете посмотреть на российском телевидении, мне, говорят, принесли эти документы, я 2 раза переспросил, наша ли это территория, они сказали, да, наша, и мы ее прихватизировали, грубо говоря. Еще. И я признаю, что это было так, мы правильно будет, и само собой претензии чеченцев, само собой территории нужно вернуть, потому что они, если исторически, кроме 4 лет, все остальные на короткий период, когда создана была Ингушский округ. Получается, глава Ингушетии на тот момент документально подтверждает. Да. Который был очень хорошей главой, всех хвалили, и вдруг становится плохим. Вот, я к этому хочу тебя подвести. Да? Поднимается паника, когда чеченцы уже в 2018 году, активно молодые ребята и блогеры, точнее, я в том числе, мы начали говорить, они сказали, нет, мы не против чеченцев выступаем, мы за то, чтобы вот наш нехороший глава, и я им всегда говорил у себя, когда приходили в прямой эфир, я говорил, я прошу
границы соблюдать, не оскорблять главу Республики Ингушетия, это ваш глава, да. у нас свой глава, поэтому мне эти вещи не говорят, потому что я не люблю оскорбления, Конечно. тем более руководящего состава, мне это не нужно, это исторический паблик, я говорю про историю, конкретно, если есть. И в этот момент они заявляют, что, оказывается, они не против чеченского народа и чеченского общества действуют, они действуют против своего главы, Почему? в кавычках. чего Он, вдруг? оказывается, не спросив у них, отдал земли ингушские чеченцам. И я задаю вопрос, я им говорю, почему же в 2009 году, в 2012 году, когда этот вопрос поднимался, когда приносили документы, ни один человек не вышел на митинг или на панику и так далее. Там, в то время Юнусбек Евкуров был самым лучшим главой. Он подавал даже на отставку. Они сказали, что никаким образом переизбрали Юнусбека Евкурова, сказали, что такого как-то нету. Но когда вопрос стал с чеченцами, он оказался... Для нас они играли одну скрипку, для него играли другую скрипку, но факт остается Подожди, фактом. они говорят, вопросы к Евкурову были, да? Да. А почему у них не было вопросов, когда эту территорию получили? Они спросили, почему? Они не ответили на этот вопрос. Почему нам эти территории дали? Это чеченские территории. Тогда... Они говорят, мы этого всего не знали. Ну, те, которым не отвечали. Другие, говорят, там ссылаются на разные лабуду, но никто ни один документ предоставить когда не они смог. получили халявный кусок, это нормально, примем. А когда сказали верните, это уже вопросы, да, получается? Ну, вопрос еще в другом. Ты понимаешь, что в чем ситуация? Конечно. Вопрос еще в другом. Благодаря этому куску, нижняя часть и 7 селений, которые были спорные, опять же, глава Чеченской Республики, председатель парламента, непосредственно этого комитета на тот период, Магомед Даудов, оставляет братьям-ингушам 77 тысяч гектаров земли, это плюс-минус 7 сел, их было 9, 2 остались в Чечне, Асиновка, Серноводская, остальные 7, это часть Молгобекского района, Сунжинского района, оставляет братьям-ингушам, потому что у них проблем Получается, с землей. даже оставили, получается, огромный кусок? Да, за то, что они вернули то, что принадлежит нам, та спорная территория, которая не была, границы не были установлены при Дудаеве и остальных, до Рамзана Ахматовича Кадырова, эти земли ради сохранения братства, опять же, они должны благодарить Юнусбека Евкурова за то, что он единственный, кто смог эти спорные территории вернуть Ингушетии, потому что они де-юре, де-факто принадлежали чисто с точки зрения юридической и исторической принадлежали чеченцам. Поясню. В 1929 году, когда Ингушскую автономную область присоединяли к Чеченской автономной области, все эти селения и 77 тысяч гектаров уже принадлежали Чечне. То есть, по идее, когда разошлись чеченцы и ингуши, они должны были уйти с тем, с чем и пришли. Но поскольку начался первый конфликт 92 года, потом в 94-м в Чечне, ингушско-осетинский конфликт, уже Первая Чеченская война, после этого этот вопрос отталкивался, и они за счет этого верхнего куска, поскольку нужно было решить вопросы ради братства, ради единства, чтобы мы показали, что мы единый народ, и все остальное, глава Чеченской Республики с решением 77 тысяч гектаров земли, с этими селениями, с новыми селениями, которые там появились, хотя по документам Джохара Дудаева и Руслана Аушева запрещено было на этой зоне строить. Но они построили. Несмотря на это, оставили. Разве это не братский поступок? Конечно. Вот так было все изначально. Но не признавать данный факт, они, искать поводы. Вот эти провокационные паблики, которые куча сейчас, которые поливают грязью, они могут не согласиться, но я не сталкивался, не видел, чтобы со стороны чеченцев кто-то поливал грязью, хейтил ингушей, нет такого. А обратно я картину вижу постоянно. Сулим, я хочу еще... Просто я не понимаю, это как будто целенаправленно делается, специально? Смотри, я еще дополню твои слова. Смотри, мы здесь с тобой говорим конкретно о людях, которые показывают свои лица. То есть чеченец, допустим, Совет старейшин Чеченской Республики, представитель НКО Чеченской Республики, глава правительства, без разницы, ученый, историк, ни один человек не сел и не сказал им: вы лжецы, подлецы и так далее и тому подобное. Да. Ни один человек. Единственное, кто опровергал изначально, это я не ради хейта чего говорю, тот, кто... Они закидывали лживые
карты, я опровергал. Они закидывали лживые новости, я опровергал. Опровержением занимался я. Я же про это говорю. Я вижу, что поливать грязью ты как будто защищаешь постоянно. Знаешь? Вот ты не Да, нападаешь, это только оборона. Да, оборона. Тебе говорят вот так-то так, ты говоришь нет, опровержение, находишь доказательства, говоришь, показываешь. Получается, ты постоянно защищаешь, ну ты и другие люди, которые... Просто, Сулим, возможно, ты не знаешь, всплыли очень нелицеприятные моменты, когда мы начали защищаться. Появилась книга, которая была напечатана, когда в Чечне шла Вторая Чеченская война. Очень нелицеприятная, очень грязная. Я думаю, возможно, ты знаком с этой книгой. Напечатал? Это книга Идриса Абадиева, первое, «Чеченское происхождение», и второе, «Эздел земной вечной жизни», как-то так называется. Первое написано в 2003 году, 1000 экземпляров. Вторая, я не знаю, она сейчас запрещена, она считается экстремистской, вторая его часть, где чеченский народ, который на протяжении без малого 400 лет проливает свою кровь за какие-то принципы, правильно, неправильно, не суть, которых, грубо говоря, называют выродками, появившиеся от других, там, непонятно, сброда, смешанных. Вот это уже так называемых ученых, ныне некоторые покойных, у меня язык не поворачивается сказать, потому что, ну, какой нормальный историк будет рассказывать про мамонтозавров или и так далее, саблезубых там тиграх и тому подобное. Ну, такова жизнь. А поэтому я тебе скажу так, не мы начали. Но мы всегда, я всегда, когда они начинают оскорблять, говорю, назовите его нашего. Они говорят, и есть даже некоторые наши представители нашего народа, которые говорят, у нас же тоже нету. Нету ни блогеров, нету ни историков, нету ни совета. Я по каждому человеку могу показать видео, где оскорбляет совет старейшин чеченский народ, где оскорбляют историки, где лживо представители научного исследовательского института говорят, что до 19 века в Очхой-Мартановском районе не проживал ни один чеченец, эту ложь и так далее. На каждую их ложь я могу хоть 3 часа ночи ты меня разбуди, предоставить. Слушай, я знаю, что не понимаю. опровержение. Вот у них паблики, да, вот эти ингушки. Вот там у них в шапке написано там Галгайче, башни, история. Так. Ну, содержание этого паблика, не история Ингушетии, не какие-то... А там содержание — это оскорбление чеченцев. Все содержание про чеченцев, какие они все плохие, что у нас ничего нету. Получается, они вот преподносят обертка, да, там паблик про историю ингушей. Ну, там содержание совсем другое. Да. Там посмотри, полистай, там может одна-две публикации есть. Да. Сулим, это, во-первых, чтобы было понятно и твоим зрителям, и подписчикам, я хочу довести. Во-первых, мы в первую очередь никогда не говорили, ни я, и от тебя я не слышал, мы не говорим о всем там ингушском народе или о всех ингушских обществах, о 4 этих шахаров. Галгай шахар, Феппи шахар, Джерхуа шахар и последнее... Царой шахар. Вот эти 4 шахара мы никого не оскорбляем. Мы конкретно не оскорбляем. Мы не оскорбляем. Отвечаем только провокаторам. Это первое. Второе. Обложка всегда создается. Люди, которые интересуются историей, видят название. Опа, надо зайти, заходят. И там уже дискредитация, разжигание межнациональной розни, компиляция, то есть выдержки, вырезки. Да, какие-то люди, представляющиеся нашим народом, вполне возможно, когда увидели весь этот хейт, негатив, возможно, написали. Не все эмоционально стабильные, мы знаем. Кто-то, но, опять же, мы говорим об официальных лицах, мы говорим о официальных. В каждом эфире у себя на протяжении 7 лет я говорю, наши братья ингушей, пускай у вас будут золотые города. Я клянусь Аллахом, валлахи, биллахи, таллахи, и у тебя на подкасте я говорю. Я буду рад, если у всех ингушей все будет хорошо. И если они будут рассказывать о своей истории, никаких проблем нету. Вот только есть юридическая и историческая граница. Все, что в Чечне и чеченские общества, не трогайте. Мы не будем заходить к вам. Вот и все. Слушай, Башлам, я еще понял бы, знаешь, там, спустя века границы поменяли бы, да, там, после 1000 лет прошло, там, 100 лет прошло, 200. Но это же было вот недавно же, 90-е, да, вот, мы же не говорим про какие-то там дальние, какие-то 100-200 лет назад ваша территория, вот это была наша. Ну, там тоже есть где копать. Да. Но мы, конечно, можем претендовать. Да, там, мы же не говорим про это, мы говорим именно вот то, что недавно, то, что у нас проблемы были, когда, я помню, когда Рамзан пытался аэропорт международным сделать, как соседи мешали, не хотели, чтобы этот аэропорт стал международным. Это о чем говорит? Это тоже о чем-то говорит. Зависть больше, наверное. Ну, не хотели они. Да, не хотели, и все. И таких моментов много разных направлений.
Я, честно сказать, я так и не понял, когда ко мне заходило огромное количество гостей из Осетии, из Ингушетии, когда я им задавал вопрос, когда они начинали разговаривать, я им говорил, вот есть действие, есть противодействие. Вы приходите ко мне, человеку, который противодействует лжи, а мы все являемся мусульманами, из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, тот, кто лжет, не из моей уммы. Я по хадису пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и поскольку являюсь чеченцем, много чего, называйте меня националистом, мне без разницы, я патриот, я противодействую этой лжи, исходя из этих факторов. Вы же приходите ко мне и просите, чтобы я не противостоял этим лжецам и остановился, и говорит, все разойдется. Нет, уважаемый Салим, дело в том, что не успокоится. Эти моменты, с 2003 года человек, когда в Чечне шли самые ожесточенные бои, и в 2005 году, или 2009, кажется, 2005 году, когда шли ожесточенные бои, и в Чечне умирали мои братья, твои братья, человек садится и пишет грязь и печатает книгу про нас. Ни один чеченец такой книги не написал. Ингушетия вообще отделилась от Чечни по собственному желанию. Да. Сами. Не чеченцы. Чеченцы были против. Это 1989, там были съезды первые, вторые. Я к чему? Это о многом говорит. Да, конечно. Вот братская республика, казалось бы, да, Чечена, Ингушетия, да, вот, да. Республика, казалось бы, живем вместе, соседней территории, не через кого-то. Ну, захотелось жить отдельно, чтобы они не относились к Чечне, получается. Там немножко ситуация другая, чтобы не начались вот эти разговоры. Чечня на данный период исторического времени или процесса, они решили объявить о независимости. Да. И по словам и статьям того периода, там есть две версии. Одни говорят, мы не хотим быть женами Джохара Дудаева, ныне того президента Ичкерии. Или же вторая версия, они говорят, что мы хотим остаться в составе России. Можно я перебью? Ну, почему это? Дудаев, когда захотел независимость, они говорят, мы ни при чем, мы там остаемся. Сказали, а сейчас сразу обижаются. Честно сказать, Салим, я тебе скажу так. То, что я делал на своих подкастах, за что они обижаются, почему они... Я не вмешиваюсь в их историю. Я просто вижу их реакцию. Если они начинают непосредственно задевать, а они начинают, там, у вас вам 300 лет, вы чачане, там, кюпчельги, ногчельги, вот эти вот закидоны, когда они начинают, тогда я начинаю их бомбить, элементарно. Мне даже больше заходить некуда, ты знаешь. Есть такой ДНК-проект ингушский, они очень любят, когда я его упоминаю, которые говорят, 1000 лет тому назад появился первый ингуш. Откуда? Этим все сказано. Они говорят, первый ингуш появился 1000 лет. Это получается 11 век. Никогда в жизни чеченцы не заявляли таких. Чеченский ДНК-проект не заявлял и не говорил, поскольку даже возьмем название Дзурдзукетия, которое появилось до нашей эры или нашей эры первого века, оно вот с нами его оспаривает, да? Вы не Дзурдзуки, это не ваше. Возникает вопрос, а как вы можете претендовать на Дзурдзукетию, если вы появились в XI веке? Чеченцы-то говорят, что они древние. Вот такие элементарные вопросы, я говорю, и смешно бывает, когда некоторые кандидаты, историки... Чеченцы столько лет уже постоянно в войне находятся, и, понятное дело, враг, да, вот на тот момент сжигают всю историю. Это все делают. В Европе посмотри, когда... мусульманская, вот это, когда халифы были, веру поправили, там же была наука, да, мусульманская, много чего было придумано мусульман, тоже что? Сожгли, уничтожили, потому что невыгодно. То же самое с чеченцами. Сожгли, уничтожили, и невыгодно, чтобы чеченцы знали свою историю. Откуда произошли, когда произошли. Я скажу так, чтобы было более объективно. Любая война не щадит. Да. Ни бомбы не щадят. Они не смотрят. Здесь сохраните это, оставьте там для истории, не оставьте. Информационная тоже идет война. Конечно же, само собой уничтожается. Хорошо, у нас-то уничтожили. Ладно, у нас была война. А что уничтожили у Ингушетии? Что уничтожили у Дагестана? У них точно так же нету этих материалов. Ты заходишь в Средневековье, ничего нет. Ингушетии вообще не могут о Средневековье в принципе говорить как такое, потому что первое упоминание... 17-18 века.
все. Я к тому, что если бы причина была только в этом участке, который, да, вот в 2018 году забрали, да, границу, ну, тогда вот с этого, как сказать, ну, занимались бы вот с материалами, да, сбором материалов, доказательства именно по этой теме, да, вот этих пабликах. Но они же не занимаются этим, они же не занимаются именно вот этой проблемой, которая вот с этой территории, которую забрали якобы чеченцы. Так там же идет по полное поливание грязью, да, и истории, и происхождение. Это как относится к вашей проблеме с границей тогда, получается? Это что, но если тебе... повод ждали, получается? Хорошо, давай вспомним твой подкаст. То, что сказала Марьям, да? Она, правда, сказала это после энных количества людей, там, у Дауда сказал это, я сказал это, там, 33 человека еще сказали об этом. О том, что нету ни одного исторического документа или факта, который преподнесли ингуши для того, чтобы опровергнуть и сказать, что это наша земля, предоставьте ее, мы вам ее там... Получается, это вот типичные вот детские визги, когда тебе сказать нечего. Ну тебе да, просто... сам дурак. Да, сам дурак, получается. Вот и все, сам дурак. Просто ты говоришь, объясняешь им, почему? Потому что, ну смотрите, во-первых, они кричали документы, документы. Даудов объявил, сказал, если хоть один из вас приедет, покажет и докажет, мы готовы отдать вам эту землю. Да, я видел это. Попытки некоторых общественников были, приехали ни с чем, уехали, ну, грубо говоря, ложанулись, ну, если так сленгом сказать, потому что не было никаких документов, уехали. Ладно, это им не понравилось. Они начали хейтить своих же, потому что они проиграли данные дебаты. Если бы выиграли, ты понимаешь, да, там бы фанфары. Они это кто? Кто это они? Они это те самые люди, которые занимаются поливанием грязью и разжиганием межнациональной розни. Откуда они взялись? Их кто-то проплатил им, получается? Кто-то заинтересован? Всегда же, смотри, есть какая-то вот шайка, да, работает, но кто-то же управляет им. Сказать, мы... Я не говорю, чтобы ты сказал, вот заказчик есть такой-то, смотри, да? Поясню тебе. Что они спонсируются, как они любят говорить, они же говорят, что я работаю на ФСБ, что я работаю на Кремль, что я работаю на Кадырова, что мне все оплачивается. Я к этому веду сейчас, я просто скажи, да. Да, вот. И поэтому, конечно же, вне всякого сомнения, у них есть финансирование. Я не могу сказать точно от кого конкретно, потому что это уже в любом случае занимаются этими специальные органы, пускай они и занимаются. Но то, что они получают это финансирование, подстрекательство, что они имеют оттуда какие-то свои преференции, для чего уже не важно. Для продвижения своих каких-то идей, целей, это уже отдельный вопрос. Но то, что они бесплатно, никто из них не будет работать. Конечно. Я сейчас к чему вот иду. Смотри, Алла, вот их шакальная работа, вот как шакалы, смотри, вот ты свое лицо как личность, да. Имя у тебя есть, вот личность, лицо показываю. Я вот тоже, да, кудусу, да, лицо, не скрываю свое лицо. Говорю открыто, не боюсь, потому что мы знаем, что мы за правду. Да. Никто ни меня не финансирует, ни тебя никто не финансирует. Мы не скрываем это, ну, ничего не скрываем. А вот эти люди, у них ни имени, ни лиц, ни личность, у них левые аккаунты у всех. Они скрывают свои вот эту сущность за название. Ну, не у всех. У многих, ну, большинство. Да, я наблюдаю же. Да. Все эти оскорбления, это просто левые аккаунты. Они настолько трусливые, я имею в виду, они настолько трусливые, они даже выполняют свою работу оплачиваемую, боятся где-либо показать свое имя, фамилию. Могу пояснить, почему, даже поясню. Давай. Очень элементарно. Это статья. Это разжигание межнациональной розни. Ты сразу по этой статье я пойдешь. к чему веду? Если посмотреть, кто виноват. Ты сказал, что ты защищаешься постоянно. Да. Тебя поливают, не тебя, а вообще наше общество поливает, ты... Я им говорю, вот я защищаюсь, вот есть действия, и почему вы не работаете здесь? Они говорят, не, у нас не так. Они говорят, назови конкретно. Я им называю, допустим, в то время Русика Бузуртанова, там, и в то время был еще Идрис Абадиев, Нурдин Кадзоев и так далее, и так далее. Я перечисляю. Не, у нас не так. Если мы пойдем, в прямом эфире какие разговоры у меня были, нам объявят кровную месть, там у нас будут ссоры между собой. Лучше, если ты имеешь конкретно к ним претензии, езжай ты к ним и решай с этим человеком. Не выноси вот это все на улицу. Я говорю, стоп, подождите. Ну, если я поеду, это как раз таки и есть разжигание. Это раз. Во-вторых, почему у нас всегда на Кавказе и среди Нохчи всегда, если кто-то из твоего народа, допустим, если я бедокурю, мой глава, там, допустим, моего региона, или другие
чиновники, председатель правительства или председатель парламента скажут: «Хавел окузе, да социал хайбат, адьяштик питанду, я хосоц, я о хосоцо», примерно я говорю. Или это скажет представитель моего тейпа: «Хакайхан экшбатош, хажал хайбат, да соци», и так далее. У нас так, я говорю, почему у вас не так? Почему, если мы конкретно претензии имеем к Бузуртану, вы говорите, чеченцы приехали к ингушам, давят ингушского историка-исследователя. Но когда мы просим вас самих, решите этот вопрос. Вот примерно я говорю, Руслан, вот сейчас он перестал там, грубо говоря, да, притих пока. Там другие. Мы говорим, нет. То есть, получается, я должен это творить. Во-первых, действиями никто не борется. Приходит ко мне и маслаат мне предлагает. Хоат ахар. Вот, тысячи комментариев и тысячи вот этой... Так а я вопрос, почему они своими это не говорят? Тот же Танзиля, вот это, который сидит постоянно, какой-то бред несет, который искажает историю. Почему ей никто не говорит? Ты комментарий зайди, они там восхваляют. Такая женщина рождается в 1000 лет, раз в 1000 лет. Я такой, мне предъявили за то, что я сижу с девушкой и слушаю ее, сами заходят, восхваляют женщину. Буквально, причем не прошло еще и полмесяца. Делают из нее какого-то лидера вселенной, я не знаю, ее восхваляют, а мне прикать. Знаешь, что самое смешное еще? Дело в том, что ты мусульманин, Мария мусульманка. Вы-то хоть еще как-то культурно регламентируете свой разговор. А кому дает она интервью? Один итальянец, другой национальности. И причем обсуждается такая тематика, у которой у тебя бы язык не повернулся. Несмотря на то, что я сегодня у тебя в гостях, Карачаево-Черкесии. Да, ну, мы себе это... А упрекают не ее за это интервью, не ее за эти слова. Упрекают тебя, Марьям. Ну, вот и результат. Ну, это лицемерие, вот это прям просто, знаешь, ты что за высочайший уровень лицемерия. Ну, нужно хейтить, хайповать. То, что их касается, это другое, получается. Да. Это можно. Вы это не мы это не вы. Это я так понимаю, что вы молчите, нам можно. Да. Вы ничего не делаете, вы молчите, мы будем вас хейтить, мы будем писать новые там... И тем людям, которые не знают, мы наткнулись на документы и переписки, когда еще в Чечне вообще даже не задумывались. Есть официальные переписки, видео у нас есть, где они обсуждают за 2005, 2006, 2007 года, где они говорят, подделывают карты, говорят, закиньте, через 10 лет эти карты будут оригиналами, люди будут пользоваться, и никто не сможет опровергнуть. Это было 2005, 2006, 2007 Сейчас еще года. больше, благодаря искусственному интеллекту. В то время, когда мы даже не задумывались об этом, в то время, когда книги мы не думали, что кто-то будет писать или что-то делать. И самое интересное, вот все эти моменты, когда ты перечисляешь, они говорят, ты проплаченный. Почему до 2018 года вы никто не говорили об этом? Да потому что до 2018 года все думали, мы один народ, мы братья, мы одно единое целое. И никто не подразумевал, даже не задумывался над тем, что кто-то, когда у твоего брата идет кровь, что кто-то будет там писать какие-то писульки или делать какие-то там левые карты, подтасовывать их, закидывать. Поэтому мне сегодня приходится опровергать эту карту, ту карту. Я использую официальные документы. Я еще раз говорю, эти документы не башлама. И мне зайдите в «Консультант Плюс». Там все переписка, как они просили эти земли, как они хотели это Эрзи построить. Мало того, зная это все, они для подтверждения отправляли документы, наше чеченское правительство отправляли документы, чтобы мы дали согласие, чтобы они построили эти Эрзи. Эти все документы, все карты я показываю. И вот тогда ты становишься врагом номер один. Почему? Потому что ты говоришь правду и занимаешься якобы разжиганием. Валлахи, биллахи, талахи. По сегодняшний день я говорю, я со сегодняшний день говорю, мы на самом деле являемся братьями, одним народом, исторически. Но, да, ныне покойный Хасан Бакаев, Далдег Алвалис, он сказал еще, да, мы исторически один народ, но сегодня... Вот эти последние 250 лет мы ментально уже разные люди. Они ментально себя считают отдельным субъектом. Мы себя считаем отдельным субъектом. Но два брата могут жить по соседству. Конечно. Но, извини меня, когда у одного брата беда, не пытайся передвинуть перегородку и... Слушай, два родных брата могут жить в разных странах, но это же не означает, что они не братья. Конечно, конечно. Так же? Конечно. Поэтому такие элементарные вещи, честно сказать, у нас, знаешь, в чем проблема? Даже проблема была не в Марьям, которую вы провели в подкасте. Просто получилось так. Эти дебаты шли, там были представители, там, допустим, адыги подходили, да? Они говорили, там, мы поддерживаем чеченцев, там, кабардинцы поддерживали чеченцев, там, допустим, лезгины поддерживали чеченцев.
И тут получается, ну, осетинов вообще трогать нельзя. Почему? Потому что если ты с осетином, ты враг номер один. И тут получается, они всегда ссылались то ли на балкарцев, то ли на карачаевцев. Это вот наше, вот они наши, ссылаясь, само собой, на трагедию депортации, поскольку они были, как и мы, депортированы. И тут появляется одна маленькая кнопочка, Марьям, которая говорит: послушайте, у нас такая-такая-то ситуация, вот я слышала это, я приехала, я посмотрела, и мы, исходя из этого, говорим. И как попал в эти жернова ты уже должен сам уже дальше насчет понимать. Марьям, знаешь, вот, что бы она ни говорила, ну, называть себя мужчинами, да, кавказцами, и вот поливать вот ту грязь, вот эту Да, согласен. полная грязь, оскорбление. Там, знаешь, даже не женщины были, да, вот мужики, которые называют мужиками, оскорбляют. Даже если она что-то сказала, ну как ты можешь вот так публично поливать хрупкую девушку такой грязью, ты покажешь свою... Но ты же говоришь, что они твои братья и сестры. Не оскорбляй, будь мужчина, не оскорбляй. Да. Скажи, Марьям, представь мне конкретно документ, или как ты можешь доказать. Было очень, ну, да. Они попытались и карачайцев задеть, они пытались специально максимально раздуть. Они говорят, что я раздуваю, да, но по факту они раздували, они сами. Я тебя впервые увидел в то время. Я же говорю, они обвиняли, что я разжигаю, да, там звонили в МВД, говорили, привлеките там максимально, чтобы на меня повесили всякие ярлыки. Думаешь, они звонили с Ингушетии, везде звонили? Кстати, я это говорил у себя в стриме, они сказали, что нет ни одного доказательства, предоставьте. И насчет Марьям, как раз, когда с Марьям, они говорят, предоставь Марьям, пусть Марьям предоставит документы, что в Карачаево-Черкесии, в ЦП или в отдел МВД написали именно ингуши. То есть они рассчитывали, что я, представь себе, как бы это, во-первых, они связывали, говорили, вы специально, ты, Сулейм, Марьям, там, вы вместе объединились против ингушей, вам заплатили, и вы это сделали. Я говорю, нет, это не так. Но проходит полчаса, они мне говорят, предоставь, пусть Марьям отдаст мне документы. Представь, я говорю, что это не так, поднимаю документы, говорю, вот, Марьям, если я с ней не связан, как я могу взять документы у Марьяма, у Сулейма, что они были вызваны в МВД или в ЦП Карачаево-Черкесии? Я живу в Чеченской республике, но они живут в Карачаево-Черкесии. Какая между... Как? Ну, видишь, абсурдность, самое главное... Да, самое главное и абсурдность всего, я хочу, чтобы наши братья карачаевцы, черкесы, которые, твои подписчики, которые живут там, знали. Мы за братство всего Кавказа. Да. Мы очень любим, уважаем черкесов, карачаевцев, балкарцев, кабардинцев. Общее, если сказать... С 99-го года живу... Это твой дом. Сам факт, что я тут живу, работаю, о чем говорить, что с карачаевцами, с черкесами я очень хорошо живу, в дружбе, никаких проблем никогда не было. Поэтому, чтобы эти твои подписчики и понимали, что в Чечне из-за этой девочки еще больше уважения и любовь только. Почему? Потому что, да, неважно, откуда она появилась, как она появилась, и вдруг сказала просто в своем блоге, что я вижу это так, нету документов, все, 5-минутное высказывание. Они обвиняли, что весь подкаст посвящен ингушам, где мы объединились, как раз, что там из 65 минут 10 минут вот это, боже, вот, Башлам, расскажи, вот в каком-то году у тебя там был какой-то инцидент там на мероприятии, расскажи. Вот в таком же ключе я спросил, она рассказала все. Вот. Ну, я тебе скажу, благополучно рассказала, потому что вы так залетели неплохо на Кавказ. Как ты сказал, я Марьям аккаунт увидел, где она показывала культуру карачаевцев, да, там, чеченскую культуру, там, коней, да, вот это. Мне просто стало интересно, вот, что за человек, о чем он занимается. Вот. Но я посмотрел на твою страницу, у тебя, да, много всех, ну, все они жители в Карачаево-Черкесии, я наблюдаю, там очень много разных девушек, и никто не говорит, Сулим, почему ты позвал эту девушку? А почему потом, когда пришла Марьям, почему Марьям пришла, их интересует, а то, что остальные девушки, это не оказывается, важно. Она была, не знаю, в черном списке, который нельзя звать. Да? У вас и такое есть, да? Оказывается, я не знал. У нас в Чечне такого нет. Воюют с какой-то маленькой хрупкой девушкой, я не знаю, вообще в шоке, если честно. Ну, не без этого. Такова наша Поэтому я позвал тебя. О, боюсь, что ты чеченец, я чеченец. Нам сказали, пусть чеченцы сами между собой разбираются. Да. Ну, в принципе. Нет, мы, честно сказать,
я первый раз живую с тобой встречаюсь. Один раз я на подкасте у тебя был в прямом эфире. Да. Я с тобой разговаривал на русском языке. Только когда мои братья мне сказали, что он чеченец, я только тогда узнал. Да? Я думал, что ты карачаевец, поэтому на русском языке давай говори. Я почему? Потому что ты сказал, что ты живешь в Черкесске, а я почему-то не задумал, что наши ногчи есть, там черкесски живут и так далее. А потом только узнал, и нас ничего не связывает, никакие фонды, гранды. Да. Насколько я знаю, в Чечне ты тоже... Я же говорю, если бы меня проплачивал, я бы в сторис записал, сказал, вот, у меня Зарплату у меня посмотреть. машина. Да, ты знаешь, я много раз просил скинуть номер счета, куда мои бабки Да. поступают. Я бы хотел взять за все эти 7 лет, но до сих пор жду. Нету. К сожалению, и такая ситуация. Это, как говорится, знаешь, вот вор думает, что все вокруг воры, да, там, такой-то думает, что... Держи вора, говорит, кричал Да, они больше тоже- всех сам вор. Вот их проплачут, и они говорят, им тоже по-любому проплатили, думают. Так. Да, я думаю, что это в принципе... У в них этом ты нет прав. такого понятия, что они чисто вот ради своего народа, за достоинство, за честь, да, своего народа могут вот как-то вот создавать опровержение. Они не понимают. Они только вот за бабки работают, у них аккаунты, фермы, боты вот эти все накидываются. Там, Я, честно, меня очень часто обвиняют и говорят, что я оскорбляю, там, враг номер 1, там, оскорбляю. У меня 14,5 тысяч постов. Мой аккаунт с 2013 года, Инстаграм-аккаунт. До 18-го, само собой, там у меня различные свои политические взгляды, думы. С 18-го у меня только история, география, культура, адаты чеченского народа. Все, что касается чеченцев. И я попросил, и прошу у них, вот чтобы ты запомнил мышление этих, я их нарницами называю, потому что это выдуманные какие-то... Кстати, нарницы, вы их назвали фантазеры, потому что... Да, потому что мир они сказочники, да. Они не имеют нации, чтобы не обидеть нормальных наших братьев Аллая, которые являются нами единым народом. Я назвал их нарницами, потому что только нарницы могут рассказывать сказки, что без головы 3 дня шашкой махал, или мамонтозавры и йети бегают. Но не суть. Я не говорю, что у нас нету. Я им говорю, если среди чеченцев есть лжецы, которые рассказывают там яйца динозавров и так далее, я их тоже называю нарницами. В Дагестане вруны есть, я их называю нарницами. Нарницы — это люди, которые живут в своем сказочном мире и рассказывают ерунду, короче. Я говорю, слушайте, если я что-то вас обманываю, покажите хоть один пост каждому. Они сразу, вот у них суперфишка у этих людей, они под реальными именами, голосовые присылают, лицо не показывают, сразу начинают извини за выражение, с интимных мест отца и матери. То есть это их суперфишка. Они не начинают разговоры «салам алейкум», культурно. Да. Сразу начинают с мата, а потом я говорю, я с Лей не разговариваю, потому что SD человек не может себе такого позволить. Я с сапожниками не разговариваю, которые Они потом уже переходят на дискуссию с имен Аллаха, фитны, и потом, когда спускаю, я говорю, хорошо, дальше я говорю, послушай, предоставь хоть один комментарий, в котором пост, где я оскорбляю ингушей. Так они уходят. Если слушай, они уходят, приходят, максимально знаешь, что они скинули? Ты никогда в жизни не догадаешься оскорбляющие посты, которые я закинул. Где я говорю, что чеченцы и ингуши один народ. Вот. Они есть люди, которые считают, что я когда говорю, что мы одно единое целое, они говорят, что это оскорбление для них. Я вот не понимаю, реально оскорбление получается для некоторых? Как это вообще? Других там нету. Почему? Потому что я четко всегда в эфирах говорю, я говорю, незнание закона не освобождает от ответственности. Раз. Во-вторых, я призываю даже своих оппонентов, не говорите, что может повлечь за собой статью определенную. Слушай, а им сложно зайти в Google, изучите истории, документы, зайдите в чат GPT, задайте вопрос. Я задавал вопрос, там у нас прародители ингушей, чеченцев, это нахчи. Да. Вот и все. Все, ты враг номер 1. Как бы они ни спорили. Номер 2 будешь теперь. Искусственный интеллект говорит это, не я говорю. Если вы мне не верите, зайдите в чат GPT, задайте вопрос. Прародители чеченцев и ингушей это нахчи. Все. От него и мы произошли и разделились, но мы были одним народом всегда. Хочу еще раз вернуться к ботам, потому что по себе я уже знаю, после этого подкаста с Марьям, что было. Приходилось иногда даже закрывать страницу, там просто тотальное нашествие, не знаю, как монголы, не знаю. Понял. Вот расскажи мне вот поподробнее, это все боты или это люди? Смотри, изначально тенденция была такова. Были реальные живые люди. Халухаева там на митинге выступала, там у них нету столько мужества, духа, как у нас. Нурдин Кадзоев, Абадиев, Идрис, Дауд, как там его там фамилия, который там, мы никогда не были братьями.
Нурдин Кадзоев в Фейсбуке у себя написал оскорбление в адрес чеченцев. И когда их начали привлекать, да, вот Яндиев приехал, привезли к Рамзану Кадырову, он попросил прощения, что это было не так. Оскорблявший Магомеда Даудова с отцом приехал и сказали, что его аккаунт взломали, и что это был вовсе не он. Потом Нурдин Кадзоев, который оскорбил, тоже сказал, что якобы кто-то взломал его в Facebook и от его имени написал, и так далее и тому подобное. Они, почему-то живые люди, резко пропали и стали никнеймами. Вот как появились. Слушай, я понял. То есть, когда они... начали конкретно, они догнали, что могут за их с настоящими лицами, фамилиями, их могут привлечь. Будет спрос, да, по уголовной ответственности и так далее и тому подобное. Они просто начали скрывать аватарки. И все эти люди, опять же, я не могу, ни ты, ни я, мы не можем сказать, что 100% все это. Возможно, это какие-то третьи лица заинтересованы в этим. Но опять же, как я и говорю своим подписчикам, и говорю, если не будет вот этого, этих провокаций, людям нечего будет писать. Если ты вечно начинаешь, есть у тебя действия против своих братьев-чеченцев, Нохчи, и мы будем отвечать, всегда будет третья сторона, которая будет подогревать этот конфликт. И они способствуют этому. Если бы они не начинали бы, этого не было. А что касается ферм, ботафермы, вот, я бы не сказал, что ботафермов. Почему? Знаешь, еще один момент. Бяхмобил, то, что я у тебя отнимаю. Что оскорбление чеченцев исходит из их книг. Сказанные в книге Идриса Абадиева, Нурдина Кадзоева, Руслана Бузуртанова, где он в своем эфире. Почему-то вот эти все оскорбления, которые идут от этих ботов, это от слов Совета Старейшин, со слов Бузуртанова, со слов с книги Абадиева, Кадзоева и так далее и тому подобное. Не становится ли это слишком подозрительным? Эти люди не сочиняют этого. Они не говорят от себя. Кюпчельги, Нохчельги, Нехчи, Чачани. Вот это твоя подруга Танзиля, или как ее там? Моя подруга. Ну, в кавычках. То, что она вот оскорбила часть чеченского народа, которая возмутила нас очень сильно. Слушай, вот насчет нее, это насколько нагло, знаешь, вот взять из исследования этой, как ее звали? Не она. Джоанна Николс. Джоанна, вот, которая сделала исследование всего нахско-дагестанского языка. Да. Они что взяли? Взяли вот этот кусочек, 6 тысяч лет. Клянусь, я был в шоке. Вот ее я нет, честно. Просто ее преподносили как какой-то великий человек, который рождается в раз 1000 лет. Ну я тебе поясню. И она взяла вот этот кусочек, вырезала 6 тысяч лет. Я тебе поясню. До нее вообще первое это подняла некая Анжела Матиева. Это она первая подняла этот вопрос. Потом Гагиевы, все эти подхватили 6 тысяч лет. И Танзила это уже, знаешь, такую жирную точку, поскольку те не имеют такой научной степени. Ладно, они не имеют научной степени. Это так я же поэтому говорю, да, великий. Ведущий этнограф Российской Академии Наук и так далее. Она берет компиляцию вырезанную и высказывает. Элементарно, один простой чеченец, некий гражданин Нохчичу Эльмурзаев, пишет на английском, предоставьте информацию, откуда вы достали. Она говорит, она была в шоке сама. Кто они такие? Где я сказала? А если есть такое, предоставьте. И ни один человек до сих пор не смог. Это ладно, Танзила. Они поехали на международную конференцию, там, Ингушетии, в Грузии, перед грузинами в самом главном университете, Тбилисском государственном университете, в научном докладе, где были грузинские профессора, они перед ними зачитали это. Включили, да? Включили в этот доклад и, смотри, распечатали этот научный доклад на 3 языках. Английский, грузинский, русский и распространили. И ни один человек до сих пор, они же любят, когда я говорю, ни один человек до сих пор не сказал, это была ложь, мы не знали, это на самом деле не так. Вот я хотел вопрос задать. После опровержения ни Танзиля, ни те, кто распространяли, ничего не сказали? Нет, конечно. Что они скажут, если их поймали на лжи? Ну, сказать, извините, мы ошиблись. А ты что? Ты же сам говоришь, великий в 1000 лет один раз. Понятно. Она сама себя, как там было написано один раз? Я генерал ингушской истории, она сказала. Я не халамба. Я знаю, что считаю. Вот я не историк, да. No. Я там не разговариваю на русском языке там шикарно. Но я считаю, что даже если Танзиля вот пришла, вот села бы сюда, даже я смог бы ей на любое вот это вранье
ответить на его это дешевые непонятные высказывания? Честно сказать, то, что она ведет дискуссию, что-то возвышает свою историю, мне, опять же говорю, ни тебе, ни мне это нас не касается. Пускай о своей истории она может врать и Не, говорить. а свою она может, но она да, же но если она нас. затрагивает, она очень часто. Так я же про это говорю. Да, в Я этом не, случае я опровержение. не говорю за их историю, когда она затрагивает нас, Всё, что, абсолютно. что мы какой-то сброд, что у них народ 400 тысяч не потому, что Да, они я не помню делают, этот да. вопрос, где она утверждала, что они чистые, Да, а да. некоторые соседи, которых 1,5 миллиона, это Да, смесь. да. Ну, кто же, ну, какой дурак вот, она может сказать, это не чечен, а кто? Осетин там 700 тысяч, кабардинцев там 700-800 тысяч, вокруг всех я перечисляю. Грузин там 4 миллиона, кто с ними еще граничит? Больше никто не граничит, только чеченцы. И 1,5 миллиона только чеченцев. Остальных все мы числа, мы не дураки. Но она вот таким, понимаешь, когда человек зовет на подкаст, он рассчитывает на морально-нравственно устойчивого, умного человека. То есть человек, который знает что-то, имеет свою ученую степень. Какой блогер подумает, что человек с высшим там, кандидат исторический наук придет и, зная, что ее записывают, что об этом будут смотреть, распространять, будут врать и обманывать. Даже поверят, не проверяют. Да, они поэтому многие же просто верят. Ну, альхамдулиллах, Всевышний Аллах нам помог. Почему? Потому что по ее же лжи, когда сегодня начинают, вот как я говорю, ингушский ДНК-проект. 11 век, первый ингуш. Что сказала Танзила? Точно так же. Она сказала, что первые башни у них появились когда? В 16-17 веке. Мне ничего не... Говорит, сколько типов башен? Это я простой историк, маленький блогер чеченский, да? Она говорит, у нас 2 типов башни. Боевая и жилая. Честно, вот эти башни... И себя называют основателями всего зодчества по строительству башенных комплексов. А у чеченцев, которые себя таковыми не называют, во-первых, мы перестали их строить в 16-17 веке, во-вторых, их 4-5 Я так скажу, смотри, эти древние башни, да, строили не как отдельно ингушский народ, а когда мы были едины, когда чеченцы и ингуши считались одним народом. Да. Тогда чеченцы строили их вместе с ингушами не потому, что они отдельно ингуши, или это построить ингушскую башню, а вы чеченскую. Нет, это В строилось то как... время не было такого понятия. Да, это строилось под единым народом. Не было такого разделения, что это чеченские или ингушские. Понимаешь? И когда они говорят, что вот эта древняя башня ингушская, а вот этого чеченцев нету, это бред, полнейший бред. Там не нужно быть даже историком каким-то. Конечно. Но просто-напросто, знаешь, Танзила никогда в жизни своей не была в чеченских горах. Но я понял, что и многие блогеры даже не были, в отличие даже от той же Марьям, которая не поленилась, поехала, да? Поедешь, я поехал вместе со своими друзьями в Аргунское ущелье, показываю там наши чеченские, там, Мелхистинские, Терлоевские, Чантийские башни. Представь себе, что они пишут. Они клянутся, проклинают, говорят, будьте вы прокляты, когда Путин уйдет и Рамзана, мы заберем свои башни. Это башни, она говорит, которые вы обманным путем в 2018 году забрали. Они понятия не имеют, что это вообще даже другая часть Чечни. Слушай, что она вообще не в этих касается. башнях что-то растет, может, я не знаю. Что такое это? Ну, чем ты еще хорошо? Чем ты можешь Ладно, еще похвастаться? отдаем все башни, и что дальше? Что? Вот следующие истанги будут. Истанги, ковры ты отдаешь. Потом они тебе скажут, вот музыкальные инструменты, отдаешь музыкальные инструменты. Потом ты говоришь, национальная кухня, отдаешь национальную кухню, потому что это не чепел, как всегда, а чапельги, понимаешь? Потом ты отдаешь, что ты еще можешь отдать? Головной убор ты курхас отдаешь. Что еще можно отдать чеченскому? Не, я это уже понял. Продолжить? Они по всем этим фронтам работают. Ты думаешь, что это чисто башня? Нет. Ты посмотри, Бузуртанов Да показывает. я уже видел песню, где рождаются руки. Русик, да, Русик, который рассказывает, показывает инструмент, на который до сих пор считается у чеченцев религиозный. Чуандер Да. который Хокспол, Панда. Национальный инструмент по древним мы, который восстановили Болша, попросили грузина, чтобы он восстановил по старым схемам национальный инструмент ингуш. Да, я не против, если он ингушский. Но когда он до сих пор есть чеченцев, и на нем играют, зикры делают на нем, какой он может быть Паша, национальный? я еще раз говорю, смотри, если кто разжигает, Так, разделяет, то вот это именно вот эта сторона. это ингушская, норнейцы, да. Они разжигают, но мы же не говорим, что это пандур, наш пандур, это был общий наш, когда мы были единым народом. А, ты в этом плане? Нет, Да. смотри, я с какой точки зрения говорю. Если бы они сказали, вот этот пандер,
древний инструмент ногчи и галга, или хорошо, они не любят. Да. Галга и ногчи, если бы они да. сказали, они первые же любят ставить свое слово всегда. Или обычно, как они пишут, с большой буквы общее, свое, и чеченцы с маленькой. Ну, я даже не против, пускай пишут. Но это же неправильно. Грамматически. Грамматически. Конечно. Я не против. Но они как пишут? Национальный инструмент. Ты должен понимать. Мы сейчас говорили с тобой об искусственном отбрасываешь интеллекте. другой народ. Искусственный интеллект, когда ты фиксируешь и пишешь это все всегда, национальный инструмент ингушей, потом, когда ты зайдешь и сделаешь фотку или покажешь, спросишь, что это, он уже покажет, что это национальный Искусственный интеллект. Я пишу, нарисуй мне чеченские башни в горах. Мне пишут, вот все видели эти башни. Я писал чеченские башни. Вот, а представь, если все эти башни будут писаться как ингушские, даже чеченские башни, хоть мы были когда-то одним народом, будут показывать как ингушские. Это вот. Нет, с этим я согласен. Я же тебе говорю, вот сейчас, если даже мои родители, да, говорят, Сулим, а ты оставь, зачем? Это же интернетное все, это же не серьезно. Нет, это история. Не, я хочу сказать, сейчас это может быть не в таком масштабе, но вот Согласен, подрастающее поколение, даже взрослое поколение, мы видели видео, где взрослые там, учителя говорят, что извините меня, оскорбительные высказывания. Да. Подрастающее поколение, когда это в массе вот так масштабно будет распространяться, конечно, они будут так считать. Они будут считать, что... Вот что делает появились. сегодня Сулим, чтобы твои зрители понимали. Сегодня Сулим пригласил меня с далекого, там, грубо говоря, 600 километров, Нохчичуя в Черкесию, для того, чтобы наши будущие потомки и Нохчи, и Галгай не велись на провокации этих норнийцев. Да. Показать, что мы один и единый народ. А лжецы, эти норнийцы, они есть среди каждого народа. И что мы и ты преподносишь это и противодействуешь им. Если этого не будет, у нас будут появляться там указательные, эти наши слова, слова, дальше уже говорить не нужно. Да, я же тебе говорю, вот их манера, вот это оскорбление, вот эти матерные слова, это уже показывает их сущность. Мы с тобой очень, как сказать, очень никого не оскорбляем, короче, не поливаем грязью. Мы с тобой сейчас могли бы сидеть для хайпа, как они, да? Максимально вот использовать возможность, Конечно. использовать грязные слова, трюки, да, но мы это не делаем. Мы четко, я сам себе говорю, ты вот, они выпускают какую-то ложь, ты опровергаешь эту ложь. Если они не выпускают, я пишу о своей истории, о нашей истории. Больше мне я не видел, интересно. ты ходишь по лесам, по горам, да, показываешь историю Чечни. У тебя страница не забита, вот это, знаешь, вот это такие, вот всякие. На их паблике заходишь, вообще другая картина. В шапке профиля написано «История Ингушетии», Алгайче, башни, там, страна башни. Заходишь, содержание совсем другое, не соответствует описанию. Ну, Бог им судья, как говорится. Еще один момент, который мне очень не понравился. Вот этот их подкастер, вот этот Руслан. Далгеев. Да, вот молодой парень, да, вот казалось бы, вот у нас у чеченцев и у Галгай вот всегда было на первом месте, да, вот старший, да, старейшина. Встаем, когда он просто мимо проходит незнакомый старший, да, мы его не знаем, мы просто встаем, проявляем уважение. Что бы он даже не сказал, а тут... Махмуд Амаев. Махмуд Амаев. Человек, который был в высылке, да, в Сибири был. Да. Вполне возможно, да. Да, вот в высылке был, вернулся. Я видел это видео. Он не говорит там какое-то оскорбление, он не говорит матерные слова, не поливает грязью. Он просто сказал, даже если свое мнение, да, это разве дает повод какому-то утырку писать, что, извини, я даже не знаю это слово, как сказать сейчас, вот это настолько грязное, я понял. настолько пошлое слово, он сказал, что этого человека, извините меня, в Казахстане там... Я понял, о чем ты говоришь. Ну, многие, они знают, что я имею в виду. Да. Это настолько нужно быть конченным человеком, что вот такое сказать взрослому старику, который еще умер, да, долгие что это. Да, амин. Я скажу так, эти русики, что первый русик говорил про нашего национального героя такие гадости, до тех пор, пока потомок брата Байсенгура Биноевского не сказал, если еще раз будет в наш адрес такое, мы черхай корю. Что вот этот русик, даже само имя за себя говорит. Я уже молчу, какой он блогер-историк. Только морально-нравственный урод. Я такое описание могу дать такому. Не являющийся, без разницы, какой он национальности на Кавказе, неважно, да, будет говорить такое о старейшине нашего народа, который умер. Да. Здесь сразу несколько моментов можно сказать. Во-первых, и чеченцы, и ингуши были в депортации в этот трагический день, и упоминать
этот трагический день, когда нас вместе загнали в скотские вагоны и отправили туда, этот щенок, Тузик, да? Да. Который не знает все страдания и боль и участь этих людей, которые были депортированы, напоминает об этом трагическом не в таком контексте. Да. Прикинь. Это первое. Честно, Второе, с точки зрения ислама, ладно, если бы этот Махмуд Амаев, да, взял на себя грех, да, высказал свое мнение, если он неправду говорит, опять же. Но тот умер перед Всевышним. Этот живой, этот щенок после смерти взял в сотни, если не в 1000 раз страшнее грех на себя, потому что то, что он сказал, даже язык не поворачивается. В-третьих, еще раз, как я говорил всегда, здесь человек никогда себе это не может позволить, а значит, он лей, потому что такое говорить нельзя. В-четвертых, Махмуд Амаев, его комментарий я слышал, он рассказал часть из научных трудов Дахкильгова, по словам Даскиева, это раз. Во-вторых, второе, это было субъективное его личное мнение. И даже когда он это сделал еще 3 года тому назад, когда был живой, никто не стал комментировать и не сказал: Ваша, ты прав, все чеченцы не подняли и не сказали это. Но этот человек сделал это, и причем это тиражируется вот тем твоим, как ты сказал, другом, да, который Галгайче или Утырка зовут. Он подхватил, он правду сказал, несмотря, а что он такого плохого там и так далее и тому подобное. Но хорошее или плохое, какой бы ты нации не обратился на Кавказе, к мертвым, даже ладно на Кавказе, да в любом человеке в России, о мертвом или хорошо, или никак. Да, тут Бакинах, даже и Аллах, Вохтагукай, и что он сказал? Да, в принципе. Во-первых, он не сказал оскорбления, там не было никакого оскорбления, никаких пошлых слов. Даже если он сказал, а эти утырки даже в комментариях пишут, почему вы ему не говорите, говорят, мертвому человеку, почему вы ему не говорите, чтобы он не говорил это, говорит. Да, чтобы они знали, насколько я помню, когда Махмуд Амаев снял этот ролик, он был у многих чеченцев, его родственники, когда он был живой, сказали, это очень маленький расход был у этого, то есть сами чеченцы его даже не раскидывали, сказали, его кустагу, он доцек дюйцерду, шейнцаля, он что колдерцу, эльерих, сихвалери, дай смакаешь, я помню это, в директ писали, и мы их даже не раскидывали, дай сацеяжин. Да. Они подождали, он умер, они выкапывают, они тиражируют его и распространяют. Чеченцы не закидывали этот ролик, закидывали фото, это знаменитое фото на Time, где он стоит за танком с автоматом в руках, и человек-легенда Далгяштуан Махмуд Амаев. Все. И мне понравилось, что человек-легенда, начали опять говорить чеченцы. Да, они раскопали оскорбляющий их ролик, и именно они, эти норницы, распространили его. Никто из чеченцев не говорил, вот это то, что сказал Махмуд Амаев, умер, сам дасматься квасины ногчиш. И именно они это сделали. Башлам Азбоху, даже мой подкаст сами взяли, сами раскачали, сами обиделись, и все потом сами же предъявляют претензию. Ну, это такая их тактика. Почему? Потому что ты бы на корню бы все бы прекратил. Если бы тебя спросили, ты бы пояснил, и все бы закончилось. Это не важно. Так не хайпуют. Нужно хайпануть. У тебя не спрашивают, тебя вырезают, у тебя куски закидывают с тобой, с заголовками мерзкими. Конечно, мерзкими заголовками, оскорбляют твою личность, внешность, натравляют тебя, если есть какие-то связи у вас черкесски здесь, всех, что они сделают все, что угодно, чтобы дестабилизировать тебя, чтобы ты опять загорелся, вот они тебя взбудоражили, и ты начал уже, ах, вы так, вы все такие, альча. Потом они этот момент выхватывают и опять же делают ролик, чеченец, проживающий в Черкесске, распространяет против ингушей, разжигает, чтобы ты пошел под статью. Я тебя предупреждаю и говорю, со мной это один раз было, я рассказывал тебе об этом, как написали, вырезали, поэтому, что бы они ни говорили, на нашем родном языке я скажу, да. Что бы они ни делали, у них ничего не получится, потому что достойные братья и сестры останутся достойными, что бы они ни делали. А мы постарались донести, как мы видим эту правду и реальность картины. Ясно, что массерии, у них какой-то
неадекватный масштаб занял. И опять же, возвращаемся к этому Русику, блин, этот недоподкастер. Они вместо того, чтобы сказать извиниться, да, ляпнул, да, сказать извиниться. Нет. Извинились они? Нет. Они, он не... Я видел, они не извинились, они попытались его оправдать. Да. Там удалили, там что-то там сделали, хотели переиграть, как будто это не он сказал, как будто этот паблик сказал это. И ну, вот... мы уже помним, 5 лет тому назад, как один историк, ныне покойный, сказал: о, меня взломали. Тяжелейший шифр из Фейсбука взломали и написали про чеченцев гадость. А сеть Амельбиттен, а это твое интересно? Это я не знаю. Я, честно сказать, за ним мне не интересно. Я написал пост про Чатузика, потому что Борз там не подходит. Там. Че Борз, вот такое ясович, вот такое громкое название еще себе взял, блин. Ну, не знаю. Русик есть Русик. Что первый Русик, что второй это Русик. Мерзкое, сейчас это мерзкое вот это слово, мерзкое да, он сам, астафирилла, надеюсь, Всевышний Аллах простит. Наверное, это в любом случае мы не за его спиной говорим, он увидит, наверное, и его любители увидят. Пусть знает то, что он поступил с мертвым человеком не по исламу, не по адатам, никак не идет. И если бы он этого не сделал, никому бы, ни Сулим его не знал, не помнил, ни я бы не знали. Я просто-напросто, мой директ просто был засыпан. Мне кажется, ему было обидно, что никто не знает, так надо тоже распиарить. Ну, попросил бы у Танзила интервью, вместе бы объединились. Кстати, они вот... Думаю, что будет следующий подкаст. Они мелькают в этих пабликах, хоть они говорят, что они не причастны, а этот же заявлял, что никакого отношения ни Танзиле, ни к этому Русику они не имеют. По факту это же вранье, видно же, мелькают, заходят, пишут комментарии. Вот мы подсказали мы с тобой сделали медвежью сейчас услугу, подсказали, что нужно сделать, объединенный подкаст сделать. Да. Пускай. Ну, ты знаешь... Я думаю, если честно, я думал просто. Есть такой момент, человек настолько часто начинает врать, вот это говорят от Всевышнего, что он сам начинает верить в свою ложь. И они вот столько врут, что они начали реально верить в свою ложь и рассказывать ее. Аллах же сказал, что лицемеров сами себя будут выявлять. Да. Вот он себя выявил, и остальные будут выявлять. Вот эта ложь всегда будет в убытке. Да, я надеюсь на это. Вот у них постоянно какие-то вот вырезки, каких-то цитат, вот, каких-то старых газет, каких-то старых книг советских. Там, вот, какой-то там солдат проезжал мимо Чечни, там, туда-сюда. Вот эти вырезки. Ты их изучаешь, эти вырезки? Там что, написано именно вот это одно слово и все? Нет. Потому что я сомневаюсь, что там вот одно слово написал и все. Я понял, это называется как раз-таки выдергивание, компиляция. Да. Об этом мы очень часто говорим. Нет, хочу привести один из примеров. Они очень сильно любили, мы с нашими братьями вместе, ну, имеется в виду патриотами, которые точно так же работают, всегда занимаемся как же они это все делают. И закидывают куски. Да. И мы открываем, ищем этого автора и открываем полностью. В основном опровержение находится за пределами вот этих кусков, они вырезают. У них был такой Гарипекин, грибник, ну, не особо сильный такой ученый в плане, в каком, что там, как Бирже и все остальные, те академии наук царской России были. А этот был грибник, закончил Владикавказское, кажется, училище, что-то такое, ну, коротко, если сказать. Но несмотря на него, они очень сильно, лесник, он грибник, он там, очень сильно ссылались. Вот Гарипекин это сказал, Гарипекин. И куда бы, что бы мы ни говорили, другие тысячи предоставляя информацию, они там ссылали этого Гарипекина. И в одном здесь они выкидывают, вот Гарипекин написал, и выделено 2-3 строчки там, написал, что чеченцы это там якобы выделенное, произошли от ингушей. Да. И вечно. И мы открываем, на самом деле там написано... Полную страницу открываем. Полную страницу открываем, там написано, да, там есть одно мнение, что это является там ингушским коленом и так далее. На самом деле ингуши являются частью единого чеченского народа. То есть сами того не осознавая, они просто-напросто выдергивают куски, и когда ты начинаешь полное брать и закидывать, конечно, это одно. Но я скажу, что и ошибки были и у меня. Дело в том, что когда у меня большой массив, мне в директ скидывают, вот здесь написано, вот здесь написано, вот здесь написано. Порой я, как присылают, в надежде, что это правда, беру, фиксирую. Ты один, а их там да, целое. я закидываю. И у меня один момент, слушай, чтобы было понятно. Там было, что написано, что черкесы граничат с кумыками. Это как раз мы находимся в Черкесске, я хочу перед братьями-черкесами извиниться за то, что это было еще лет 5 тому назад. И
Там нет вообще слова об ингушах. Там написано Чечен. Это время, когда мы были загнаны в Галанчож, Нашху, после нашествия Тамерлана, плоскостные территории были под В то время не назывались кабардинцы и так далее, там все это адыге, но в этой ситуации, на этой книжке написано черкесы, потому что все плодородные земли чеченцев, не только Малая Кабарда, которая называется, а вплоть там до Герменчука, эти земли были за кабардинскими князьями. Земли потом уже начали спускаться, они ушли. И он посмотрел, увидел черкесы, он подумал, черкесы это специально кто-то заменил, наверное. И на самом деле, поскольку черкесы не граничат с кумыками, он написал, чеченцы граничат с кумыками, поскольку кумыки здесь, черкесу сверху, вот этот момент. Я, не проверив это, само собой закинул. Моя вина, после этого я этот косяк больше не допускал. Кумыки скидывают, опять же, смотри, чтобы не сказать, что это сделали они, кумыки скидывают это, я потом узнаю, ингушам, ингуши. Вот, братья чеченцев, черкесы, посмотрите, кабардинцы, как они подменяют, вас заменили, черкесы заменили чеченцами. Черкесы сами ни слова не говорят, кабардинцы молчат, адыги молчат. Никто, про ингушей там вообще нету речи. Но ингушей, понимаешь ли, нашелся вот один компилятор. Нужно опровергнуть его. Вот так один случай был. Но это, опять же, я говорю, я показываю. Могли ли они ошибиться, как и я? Да, могли. Если ты один раз сделал, я тебе указываю. И я сказал у себя и на подкасте всегда говорю, уважаемые подписчики, если вдруг вы увидите в моей статье ложную информацию, скиньте мне оригинал, я это удалю. Допустим, я опубликовал там «Ползущий черкес», есть такие некоторые небольшие фигурки, которые на двух разных местах, на одном месте на книге написано «Ползущий чеченец воин». Я это опубликовал. Мне наша сестра кажется, то ли Карачаевка, то ли Черкесска, врать не буду, пишет: братья чеченцы, на самом деле это немецкий, кажется, какой-то скульптор нарисовал, и здесь в оригинале, оно здесь у нас в музее, я не помню, то ли в Черкесске она сказала, то ли где-то в музее, здесь написано, что это ползущий черкес. Я ее поблагодарил, сразу удалил пост. То есть я всегда слежу, если у меня есть возможность. Но если ты, Сулейм, один раз закинул, тебя опровергли. Ты говоришь, не-не, это, ингушофоб. Второй раз закинул, ты говоришь, не-не, это ингушофоб. Это чеченский националист. Это уже получается, что ты сам занимаешься вот этими вот вещами. Поэтому это нельзя допускать. Вот таким образом они вырезают, компилируют и делают. Мы-то можем предоставить, показать. Был бы ты чеченским националистом, ты вот здесь не сидел бы. И это раз. Да. Во-вторых, смотри, в чем разница? Вот ты сказал, ты ошибку сделал, признал, извинился, да? Вот. Да. Вот они так делают. Тензеля так делает. 6 тысяч лет там. Вот разница. Джоанна Николас до сих пор ждет, пока попросит. Знаешь, говорить можно очень много. Многих моментов. Просто это, знаешь, это... Смысла в этом просто это затянется, там, нам нужно будет часа 4-5 сидеть, это все рассказывать. Это даже будет мало, поверь. Да. Я знаю по своим эфирам, потому что они у меня 5-6 часов и... Ой, ногчи хам, вот в любой точке мира, то что вот Шишане Альчан или Чечня Альчани. Вот даже мои друзья в том месте абазины, вот, говорят, когда мы ездим за рубеж, они говорят, вот меня спрашивают, типа, you are from? Я думаю, я сейчас скажу, я черкесский или каче, что я абазин. Они же не поймут, я говорю там, Чечня, там, Чечня, Кавказ. О, Чечня, Кадыров, там, Чечня, сразу узнают. Сейчас Дагестан тоже узнают, благодаря Хабибу, который выиграл на UFC. Дагестан тоже узнают. Когда говоришь, Дагестан, Хабиб тоже знают теперь. Ну да, там, где интересуются более или менее спортом, конечно. И вот когда вот такой масштаб у нас во всем мире знают, и нам вот пытаются какие-то малявки, знаешь, пытаются нас занизить. Слон на моську. Да, моська на слона. Принизить, там, сказать, вот такие, за Киева произошли от нас. Это просто смотришь со стороны, знаешь, вот, как, не знаю, как собаки гавкают, думаешь, блин. Я бы сказал... Смешно просто, честно, смешно, очень смешно. Завершение наше с тобой общения сказал бы, неужели такие люди не думают о том, что это выглядит как комплекс неполноценности? Любой здравый человек должен понимать, нужно иметь честь и достоинство. Это то же самое, если бы, допустим, карачаевцы бы сказали, мы карачаевцы,
а вы балкарцы. Мы не один народ, допустим, да, грубо говоря, мы не братья. Или вы произошли от нас. Понимаешь? И вот выглядит примерно так. Или если бы то же самое кабардинцы сказали бы черкесам, и потом черкесы и кабардинцы вместе сказали, мы не адыги. Кстати, и так они далее. не говорят так. Они, наоборот, всегда говорят очень, да, мы один народ. Они спорят, они не говорят, что мы разные. Конечно, Они я же всегда, говорю. да, мы один народ. Конечно. Вот так получилось, что расположены вот так. Нет, ну я по и балкарцам, и карачаевцам, хоть и у меня в основном направление история Чечни, то есть, ну, чуть-чуть я занимаюсь. Почему? Потому что другие вопросы, я знаю, есть какие-то острые моменты между карачаевцами. Не, острые моменты всегда да, есть, поэтому, чтобы не затрагивать, почему? Потому что я очень хорошо люблю, уважаю и карачаевцев, и балкарцев. Почему? Потому что они все-таки прошли через те страдания и муки, которые прошли, как и наш ногчий народ, да? Да. Если мы говорим об этом. Кабардинцы, вот, допустим, про кабардинцев, я когда начал Министерство обороны СССР, поднял документы, я узнал для себя и сказал это всем кабардинцам, оказывается, почти что, если я не ошибаюсь, 4700 семей кабардинцев были тоже депортированы. Не весь народ, но были депортированы они тоже. Ну, раскулачивание и так далее и тому подобное. Поэтому есть разные моменты. Я не говорю все кабардинцы, да. Мы не можем говорить о всем народе. Я не могу сказать весь, допустим, когда мы говорили о морям, там, в процентном соотношении, да, 90% полностью понимали, поддерживали морям. Но оставшиеся 10% начали играть вот этими моментами, которые зомбированы, начали говорить, нет, вы ее используете. Да какой использую? Я ее в первый раз в своей жизни видел. Я тоже. Вот. И знаешь меня, за что больше всего на моем подкасте меня начали подкасты? Почему ты ее назвал Марьяшка? Я говорю, потому что я 2 метра, а она метр в кепке, Так не в это оскорблении. Маленькая. Вот я вот тоже чему я говорю, сказал. вы видели эту девушку, эту хрупкую девушку, как можно реагировать на нее вот так, не знаю, как будто на вас гигант какой-то напал. Не знаю, но такова жизнь. Если спорить даже... да, то, что ты сказал. Вот вы, короче, мне пишут, вот ты воюешь против нашей там Танзилы, твой уровень воевать с женщинами. Мне пишет Нарниц. Я говорю, послушай, подожди, я говорю, буквально еще месяц не прошло, месяца 2 не прошло, когда Марьям пришла ко мне на подкаст, вы ее хаяли, маяли, как можно было, всей грязью поливали. Его семью, братьев, всех, я говорю. Вы оскорбляли ее. То есть вам можно оскорблять Марьям. А когда я, опять же говорю, Марьям не ученый. Марьям простая девушка, там, общественница, гражданский активист. А у вас целый сотрудник Российской академии наук. Да. Научно-исследовательский, там, доктор, кандидат исторических наук. Я к ней не отношусь как к женщине, я к ней отношусь как к ученому. И этот ученый заявляет во всеуслышание, один из чеченских тухумов, который является исконно чистым и никогда не был ни кочевым, называет их кочевым обществом, которые были насильственно ассимилированы чеченцами и ингушами. Ни один нормальный историк такого сказать не может и не должен. Это большое, это... Мне кажется, она купила диплом. Ладно, неважно. Бог в помощь, как говорится, дал эту у всех, кто говорит правду, а так... Я же говорю, лицемерие всегда будут убытки. И что он, Сулим? Сулим, очень мелдейцах отдал руац. Я знаю, что тебе надо ехать. Я хотел бы, конечно, побольше посидеть еще. Но... Дерес Хил. Огромная благодарность братьям, черкесам, карачаевцам, балкарцам, все, кто проживет в Карачаеве, Черкесии, за то, что пригласили, за то, что услышали такое нейтральное мнение, то, которое было всегда. Мы-то это давно знали, но чтобы мы, кавказцы, все были единым целым, мы должны понимать, вы слушаете правую и левую сторону, каждый должен выбирать и смотреть, где правда, где истина. Да. Только так можно довести. А тебе огромная благодарность за приглашение, Баркала Дерес Хил, твоему дому, всей вашей республике. Дал Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.